Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Хожу кругами, не могу отважиться на ремонт КамАЗа, все никак, объем работы очень большой. Но нужно доделать, нужно добивать, проекты мы доделываем до конца, поэтому чего бы это ни стоило, нужно продолжать работать. Спешу поблагодарить наших всех зрителей и подписчиков, особенно вот Виктора из Полоцка и Юру Манулика. Огромное спасибо за подарки, за помощь. Юра нам прислал отремонтированную рацию. Она нам очень нужна, потому что наш Юра дальнобойщик постоянно жалуется, что подписчики говорят: это Custom Truck едет, Custom Truck, а он ничего не может ответить, потому что рация не работает. Он говорит, скоро нас подписчики убьют просто. В любом случае, огромное спасибо всем за поддержку, спасибо за поддержку на Бусти. Не забывайте про наш телеграм-канал, ссылки будут под этим видео, заходите. На Бусти много интересного контента каждый день я выкладываю, там каждые 2-3 дня, что у нас происходит на базе. Поэтому залетайте, если вам интересно, если у вас есть возможность. Ну а мы идем переодеваться и начинаем переваривать кузов. Точнее, переваривать борты. Сейчас с новыми свежими силами, я думаю, мы быстренько с этим справимся. Погнали! Снял я эти жестянки наши алюминиевые, и здесь, как обычно, сюрпризы. Дырка, вмято все. Понесу борт на ту сторону, буду подогрею автогеном, подровняю. Да и сам борт тоже нужно чуть-чуть выгнуть, некрасиво он смотрится. Одним словом, надо поработать. Борт весь винтом, и я думаю, зачем я буду мучиться кувалдой, как с бампером. Сейчас заведем хономага, чуть-чуть давлянем. Перегнул. Не, погрузчиком нельзя. Ну, с большего выровнял, все равно есть дуга, ее пока что я не могу выровнять, наверное, не получится уже, не хочется гнуть дальше, начинаю стучать, прогибаются вот эти борта, и выглядит все некрасиво. Вот как здесь, видите, ямка. И здесь вот приведем в порядок, зачистим все. Сейчас еще простучу вот эту часть, и нужно вывернуть вот так вот немного борт. Вот эта планка, вот здесь она нормально, вот эта. А вот здесь она, видите, вывернута. Ее надо как бы сюда чуть-чуть. Но это мы на самом КамАЗе тогда ее выгнем уже на кузове. Сейчас понесем назад. Небольшой промежуточный этап. Вот так зачистил.
Ну, эта сторона почти готова. Эта сторона еще нет. В очередной раз убеждаюсь, что лепить из какашки конфету — это такое тупиковое дело. Вот, супер качественно здесь не получится никак. Стараемся по максимуму сделать качественно. Эту сторону сейчас зачищу тоже, вот эти вот прыщики от сварки. Здесь тоже они все заваренные отверстия, которые были, выровнял, ну, по максимуму. Но все равно я вижу, что она не совсем ровная, это внутренняя часть нашего борта. Но это самый кривой у нас борт, он задний. Вот, поэтому он, конечно, такое будет слабое звено. Те борта у нас получше, поровнее, поэтому я думаю, с ними будет попроще. Вот, ну, так что продолжаем. Думал, до обеда здесь сделаю, подварю эти 3 борта и после обеда покрашу, но тут даже вот до обеда мучаюсь с одним бортом. Сейчас соседи попросили разгорнуть, там им нужно... Ну что, друзья мои, работаем. Это второй борт за сегодня. Вот его сейчас зачищаю. С той стороны его подварил. Это тот самый борт, вот этот вот, который я считал, что вообще в огне. В итоге 3 латки с той стороны. Ну, давайте покажу. Вот так. 3 латочки на базе. Ну и задний борт тоже весь подварил, зачистил и обработал вертом. Он, в принципе, уже теоретически готов к нанесению краски. Вот. Ну а этот борт сейчас буду зачищать, лепестковый круг, и пошел потихоньку. Хорошо, что ушло солнце, но погодка все равно такая, видите, вот-вот пойдет дождь. Надеюсь, еще даст мне возможность сделать этот борт и еще бы один. Было бы вообще супер, я бы с хорошим настроением пошел бы домой. Варю 3-й борт. У соседей попросил кусочек металла. И внутри вот такое вот такая субстанция. Она была вот здесь. Вот так вот она стояла. Сейчас буду наваривать вот так наверх вставку. Вот так. Будет красиво, аккуратно. Ну, не супер красиво, но относительно нормально будет. Ввязался я в серьезную работу, но вариантов нету, к сожалению. Ну что, дорогой мой зритель, можешь меня поздравить. Переварил я наш борт. 2 латки. Все аккуратненько сделал, зачистил. Ну, здесь некрасиво, потому что это не я переварил. И там тоже латку сделал. Все супер. Единственное, отправляюсь уже домой, потому что силы вообще покидают. Борт занесу вовнутрь в гараж, чтобы, если вдруг пойдет дождь, чтобы он не соржавел. По сварке он все готово, в принципе. Внутри там тоже все готово. Осталось его зачистить, и он будет готов к покраске. Это был 3-й борт, еще нас ждут 2.
Друзья, товарищи, давно не выходил на связь. 2 дня мне понадобилось для того, чтобы привести в порядок эти долбанные борты. Это покраска внутренней части. Вот 5 бортов, они все готовы, они все зачищены, подготовлены, заварены. Вот, то есть они все готовы. Наружную часть я хочу обработать гравитексом, а потом покрасить, потому что много нюансов и выглядит все кривенько, косенько. Лучше мы чуть-чуть вложим больше средств, но у нас будет относительно ровнее поверхность. Ну, это единственный способ, который я могу применить для этой технологии. Ну, завтра продолжу заниматься, включусь, не вижу интереса в этих зачистках, все это показывать, вы прекрасно все понимаете. Но объем работ проделан закадровый колоссальный, это факт. А завтра уже буду подготавливать внешнюю часть бортов. Очередной большой этап пройден, покрашены детали КамАЗа уже, посмотрите, краска у нас МИПа, сияет как прям, ну знаете сами что, очень классно. Вот, также покрасил борта. Огромное спасибо нашим зрителям, подписчикам. Это в первую очередь, конечно же, Александр, который нам помог. И дальнобойщик Андрей, которого температурный режим остановил в нашем городе. Также были покрашены борта. Здесь солнце немножко не будет видно вам. Но одним словом, вот так они выглядят. На солнце поярче. В тени, конечно, они темноваты. Но вот здесь более-менее. Эти парни помогли мне перенести, установить борта. Если бы я это делал один, я не представляю, сколько времени это бы заняло. А так мы все это сделали буквально за 20 минут. Вот, так что кузов у нас почти готов. Осталось только застелить доску, насверлить миллиард отверстий. И кузов тоже будет готов. Эта серия у нас достаточно динамичная. Сильно я не снимаю, что делаю. Постараюсь чуть-чуть сейчас замедлиться, чтобы вы побольше понимали, как это все происходит. Вот, но на самом деле, скажем так, сроки жмут и нужно собирать КамАЗ, потому что лето, как выяснилось, очень короткое и, как обычно, ничего не успеваешь. Ну а следующее, что нам нужно делать, это уже кабина. Кабину нужно красить. Прежде чем ее красить, нужно замыть и обработать швы. Вот там вот есть у нас по водосливу. Есть немножко ржавчина, которую я не заметил. Сейчас возьму болгарку с ёршиком, пройду аккуратненько все вот эти краешки и их обработаю вюртом. После этого мы займемся замывкой. Если я сегодня успею замыть, это будет хорошо. Если я сегодня успею и покрасить, это будет вообще супер. Но в этом я немножко сомневаюсь. Почему хотелось бы покрасить? Потому что если не покрасишь сразу, то потом может сесть пыль. Вот, поэтому придется протирать, еще тому подобные вещи. Но будем смотреть по обстановке, надеемся на успех, верим в себя и работаем. Самое главное, работаем. Я готов к замывке. Заклеил вот эти дверные проемы, потому что они будут туда, вода постоянно будет затекать, будет портиться все панель. Также вынул 2 этих окна, нам тоже их нужно вынимать. На правом окне есть небольшая ржавчинка, сейчас ее чуть-чуть зачищу, там не страшно. Ну и по сути начинаю замывать.
немецкий инструмент. Это сила. Огромное спасибо Виктору. Вот отвертка, видите, ударная. Плюс ключик. Фирма Vera. Primavera. Опять защемит грудь, и в душу лезет грусть. По памяти пойдет со мной. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже тут, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, моя дверь открыты, буду без скорби и вино угощать. Ну все, я это сделал. Всю кабину я замыл. Давайте сделаем мини-осмотр такой, где у нас что высохло. Если вдруг какие-то косячки, еще можно подправить. Уже на сухую, но можно. Но я старался аккуратненько, потихоньку, не спеша всего эту делал работу. Спешить нам некуда. Думаю, результат будет нормуль. Вот такая тема. Все, следующий этап — это оклейка. Нам нужно оклеить окна, чтобы туда не залетала пыль. Нам нужно оклеить двери нормально. В общем, будем обклеивать все это дело. Сливаю конденсат с компрессора. Это означает то, что мы готовы уже к покраске. КамАЗ весь заклеен. Все, что осталось мне сделать, это лишь обезжирить, пройти обезжиривателем, все протереть, замешать краску и начинать красить. Краску я использую МИПа, цвет Лада 303 Хаки. Вот такой. Эта краска мне очень нравится, как ложится, как она смотрится. Единственное, сейчас, мне кажется, она стала чуть-чуть похуже качества. Ну, возможно, это мое мнение. Начинаем покраску. Ну вот и готово. Процедура ответственная. На пыл попал. Ну, как всегда, не без косяков. Здесь вроде красиво все. Кое-где накидала воду.
Одним словом, конечно, компрессор нам бы поменять не мешало. Сразу сейчас мы расклеим это все, потому что если потом начинаешь расклеивать, когда краска высохшая, она начинает отлетать хлопьями. Поэтому выждали чуть-чуть, и нужно желательно сразу расклеивать. Вот. Я буду сейчас возьму вторую руку, потому что нельзя, чтобы вот так вот прилипло тоже. Поэтому нужно аккуратно расклеивать все это дело. Все, сейчас расклеимся, будет уже совсем красивее. Ну что ж, продолжаем ремонтировать наш КамАЗик. Утром пришел, посмотрел, вроде все нормально, косяков больших нету, но здесь и поверхности нету, чтобы были косяки. Вот, занимаюсь сейчас дверью. Сделал здесь шумку, сделал стеклоподъемник. Он у нас клинил в резинке вот здесь направляющий. Разобрал, вырезал кусок резинки. Не знаю, чем это для меня еще закончится. Просто резинка не была вставлена, разбухла и лопнула. Вот. И она клинила всю форточку. Вот. Но я вынул, кусочек оставил только. Вот. Ну, сейчас проверяю, все нормально. Она достаточно плотно внутри стоит. Вот. Поэтому, я думаю, должно быть все хорошо. Так, вот здесь выявился нюансик. Видите, у нас нужно чуть-чуть здесь пикануть сварочкой. Вторая дверь. Здесь ситуация примерно такая же. Резинка на стеклоподъемник в ужаснейшем состоянии. Пришлось часть отрезать, и у нас будет только вот эта часть в резинке, и там будет полностью в резинке. Я думаю, будет нормально держаться, но сами видите, вот такая вот плачевная ситуация. Она, эта резинка выскакивает, раскрывается и сгнивает. Здесь по этой двери пришлось снимать резинку, но, наверное, буду снимать и с той стороны. С той двери тоже резинку. Ее потом проблемно приклеить, но будем что-то думать. Ничего не поделаешь. Так что сейчас делаю здесь, беру растворитель, протираю все, делаем виброизоляцию, шумки поклеим чуть-чуть и будем собирать. Так, что у нас по плану, друзья? Покраска канистры. Это канистра для друга. Про друзей никогда не забываем, это важно. Ну и две двери, они полностью готовы. Солнышко как раз спрятало их за маленькие тучки. И мы можем спокойно покрасить. Погнали. Ну как? Красота? Смотрюсь в тебя, как в зеркало. В пыльное зеркало, правда, но нормальный результат. Пару раз помоется, этой пыли уже видно не будет. Канистра для друга тоже готова. Такая вот красивая. Такая прелесть. Так, ну, собственно, все. Я собираюсь домой. И увидимся в понедельник. Надеюсь, уже не на покраске, а на сборке всей этой красоты.
сборка начинается. Сложнейший этап, я думал, тяжело. Разобрать, покрасить, а оказывается, собрать тоже тяжело. Вот. Пока найдешь болты, пока подберешь, все занимает очень много времени. Но 2 двери уже установлены. Огромное спасибо нашим подписчикам. Паше огромное спасибо, который нам помог все это установить. Все собираем на мовильку, промазываю, чтобы уже надежно и знать, что больше сюда нам не придется заныривать. Ух, сейчас сборка начнется. Потихоньку собираю. Здесь уже стоит ручка. Водительская дверь тоже собрана. Почти. Ручка стоит, замок работает. Осталось только... Установил стеклоподъемник. Осталось нам только обшивку сюда закинуть и закинуть карман. То есть сейчас попробую закинуть обшивку. Некоторые закладные приходится переделывать, потому что заводские, оригинальные камазовские, они такое себе, блин, решение. Вот, выламываются постоянно. Ну, одним словом, не очень удачно это все работает. Будем. Очищаю резинку от грязи, краски старой. Сейчас будем пробовать ее вклеивать. Купил клей. Не знаю, что с этого выйдет. Ну, попробуем. По поводу ручек еще хотел остановиться. Ужаснейшая конструкция на КамАЗе. Просто невероятная, ужасная конструкция. Я не понимаю, почему нельзя было сделать, как обычно, здесь болтик. Надежная конструкция. Что сделали конструкторы КамАЗ? Сделали вот такой сухарь. Видите, сухарик. Одеваешь ручку и вставляешь сухарь. Так. Чтобы сухарь не вываливался, они придумали вот такую вот пластиковую шайбу, которая вот вместе с сухарем, ее нужно туда одеть. Как это сделать, я вообще не представляю. Ну, вот так вот загибаю пластик, скажем так. Еще шансы какие-то есть, призрачные. Вот так ручку первую вставил. Но это же не должно так работать. Ну. Вот, типа одеваешь сюда. Так. Потом вставляешь ручку. И потом у тебя места не остается, чтобы вставить этот долбанный сухарь. Ну вот, вроде вставил. Ну, конструкция, я вам говорю, просто безумие. Тоже конструкция еще та, блин. А клей клеить резинку. Тоже бред. Нужно, наверное, скотчем ее прижимать. Иначе это будет фигня. Свежая краска, хоть бы она тут мне не накосячилась. Типа такого что-то. Всю резинку проклеил по периметру. И сейчас просто закрываю дверь. И надеемся на успех. Все. Переходим на вторую сторону.
Ну вот и еще один достаточно сложный этап пройден. Установлены подножки. Все болтики новые, все закручены на мовиль. Еще обязательно пройду снаружи, тоже их промажу. Вот, то есть, чтобы уже у нас было здесь все аккуратно. Ну, такая у нас получается техника. Мне кажется, КамАЗик будет выглядеть очень классно, но здесь слишком много болтов как-то. Столько болтов, ужас. Но не важно. Все аккуратно. Сейчас установлю вторую сторону и займемся установкой передней панели. Один я ее не знаю, смогу установить. Ну, попробую. Но прежде соберем ту сторону подножки. Одному очень неудобно это делать. Как есть, так есть. Не знаю почему, но есть вот такие некрасивые какие-то непрокрасы. Вообще не понимаю. Когда красил, было все нормально. Полежало чуть-чуть, стало вот такой, как непрокрасы, блин. Ну, такая шагрень, знаете, некрасивая, неравномерная. Ну, оно, конечно, со временем все это сотрется, но, тем не менее, блин, вот как-то так. КамАЗ становится все красивее и красивее. Прям, ну, душа радуется, честно. Еще нужно буквочки КамАЗ и боковины еще собрать тоже. Зажимаю я уже боковушки. Здесь ничего сложного. Главное не спешить. Чисто физическая работа ключами и болтами. И руками. Так, здесь поставил болты из нержавейки. И признаюсь вам честно, хотел весь КамАЗ собрать на нержавеющих болтах. На Озоне заказал гайки, шайбы, граверки, все заказал. И болты. Гайки пришли, граверки и шайбы, а болты не пришли, отказ. Пытаюсь заказать заново. Доставка через 2 недели. В итоге я не могу ничего сделать, а нам нужно собрать КамАЗ. Ну, пришлось собирать на оцинкованные болты. Ничего страшного, я думаю, в этом нету, но неприятная ситуация. И, кстати, на всю сборку у нас ушло 50 болтов. Вот 50 не хватило, где-то 53-54 болта на весь КамАЗ. Это только на 8 болты. Я не говорю про остальные, на 6 там тоже их порядочно еще уйдет. Вот, одним словом, даже если бы я и собирал его на нержавейке, то это было бы очень дорого. Ну что ж, следующий денек. Сегодня я хочу выгнать КамАЗ на улицу и обдать раму, потому что она покрылась пылью и красить ее не могу. Немного уже там собрал потолок, рама будет сохнуть пару дней, а за это время я смогу как раз таки дособрать кабину. Поэтому запускаем. Мне очень интересно, как запустится КамАЗ после такого долгого простоя. Наверное, я не помню уже, где-то с ноября он стоит прошлого года. Ну, очень интересно. Давайте попробуем. Ничего не подкачивал, просто попробуем тупо.
просто с полтыка. Это безумие. Значит, топливная хорошо сделанная. Не зря я не хочу нырять в нее. Много нюансов по покраске, конечно. Наверное, на камеру вам не видно, но много. Хотя на солнце прямо огонь. Так, ладно. Думаю, надо приподнять кабину, помыть там моторный отсек, все отмыть, чтобы мы могли заниматься покраской. Все, отмыл раму и загнал уже вовнутрь КамАЗика. Пусть сохнет и готовится к покраске рамы. Аппарат. Еще одну часть вкинул потолка. Приехал после обеда. Рама наша сохнет. Все по красоте. Только нужно вымокать отсюда вот воду. Она чистая. Вот. Ну и рама тоже красивая. Ой, ну вам, наверное, ничего не видно. Специально не снимаю, как ставлю потолок, потому что работа муторная, ну очень ужасная. Купил вот такую планку в магазине, где шторами торгуют, и ее закрепим по центру, вот там, как будет финишная наша планка, и возможность цеплять какие-то шторки. Но я бы шторки хотел, но так по краям просто сделать, зашторить их. Ну, одним словом, что-нибудь придумаем такое интересное, красивое. Без сюрпризов не обходится, некоторые дырки не совпадают, я тогда беру дрель, вот, и делаю. Вот там 2 дырки делал новые, вот, немного китайцы не попали. Ну, бывает, что поделать. И здесь вот тоже, видите, под окна нету отверстий, сейчас нужно прорезать их и степлером заделать изнутри. Вот, немного переживаю, не знаю, какая первая часть ставится, боковина или крыша. Ну, логично, наверное, что крыша, правда? Ну, посмотрим, надеюсь, станет. Друзья, немного отвлеклись мы от КамАЗа, разбираем Шрека. Разбираем Шрека не просто так, а я решил помочь своему другу, многодетной семье, которой нужна срочно машина. К сожалению, вот Вовина Аудюха Всем привет. приказала жить. К сожалению, вот двигатель нужен ему очень срочно, поэтому решили помочь. Все равно наш проект Шрек, он уже не будет дальше испытываться, но не зашел он. Поэтому лучше мы поможем многодетной семье. Им двигатель будет служить верой и правдой, я думаю, еще долго. Ну, надеюсь. А ты, Вова, надеешься? Конечно. Все. Ну, с Вовой нас связывает очень давняя дружба, поэтому вообще вот я буду рад ему помочь от души. Так что Шрек теперь уже будет жить в новом виде. Решил вам показать немножко процесс, как происходит установка обшивок наших. Снаружи, как вы видите, нету у нее отверстий, только есть отверстия изнутри. Я беру напильничек, так вот нащупываю, пробиваю. Потом берем чопик. Вот так вот. И вставляем. Аккуратненько молоточком. Чик. И все четко. Основная масса обшивок, то есть потолок, боковинки, все четко. Но вот задняя стенка полная катастрофа. Во-первых, по ширине она абсолютно не совпадает. Вот нужно отрезать по 3 сантиметра, по 2,5 с каждой стороны, с этой и с той. Но ничего не поделаешь. Много мне кто писал, ставь кизлярские обшивки, но я почему-то погнался все-таки за аутентичностью, за оригинальностью машин. Мне очень нравится вот этот светлый материал, который из завода ставился на КамАЗ, поэтому я решил вот помучиться, можно так сказать. Главный результат сейчас переделаю, я думаю, должно быть нормально. Единственное, вот это вот все выглядит пока что несуразно и некрасиво. Но когда мы поставим, я надеюсь, что все прижмется и будет аккуратно и красиво. Пилим.
Все, вставил я обшивку. Ну, есть нюансы, конечно. Она сейчас топорщится, потому что нужно вставить окна. Окна вставим, но, видите, немножко многовато я отрезал. Зазорчик такой не очень красивый образовался, но, видите, зато она встала, никаких проблем нету. А так, просто невозможно было ее физически туда всунуть. Я не знаю, на что они рассчитывали. Либо кабины разные у всех КАМАЗов, я не понимаю этого. Ну, да ладно. Когда все соберется, когда планка подошьется, почистятся вот эти все следы грязные, все будет выглядеть красиво, соберется салон, будет красота. Будет красота. Еще нам нужно вот этот матрас тоже сюда пошить как-то или найти где-то, но я не знаю, где его искать. Один я стекла, естественно, не вставлю. Хочу, пока хорошая погода на улице, покрасить раму на КАМАЗе. Выгоню его на улицу, там будет хорошо светло и видно. Буду красить на улице. Вот, так что запускаем мотор, выгоняем. КАМАЗ выгнал на улицу. Все, он готов к покраске. Решил я не накрывать кабину. Спереди там нам почти ничего не надо красить. Если красить мост, это в самом низу ничего там не долетит. Поэтому я думаю, все будет нормально. Замешал краску. Использую Hammerade Metal Paint Direct on Rust. Это польская краска. Сейчас такой, к сожалению, нету. Есть сейчас краска такая с русским языком, но, наверное, это подделка, скорее всего. Вот, но у меня вот столько есть ее, и покупал достаточно давно. Ее сейчас чуть-чуть покрою как такой защитный грунт для нашей всей, где-то ржавчина перекроется. Потом красим лидской, а потом еще сверху хаммерейтом. Ну, в общем, такой план, что с этого выйдет, пока не знаю. Работаем. Четыре с половиной часа ушло у меня на покраску. Да, кажется это быстро, но на самом деле это очень-очень долго и муторно. Особенно снизу все прокрасить, пролазить там, это ужас просто. Что я хочу сказать. Покраской доволен на 70% я. Краска не супер качественная. Польская краска хорошая, но ее мне хватило буквально на чуть-чуть. Вот, и дальше пришлось красить лидской. КАМАЗик красавец, сейчас его загоню в гараж, пусть потихоньку сохнет. Ну а я, друзья, с вами прощаюсь. На этом все. В следующей серии мы продолжим. Установим кузов, дособираем салон, все. Работы очень много, но мы не сдаемся. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ, здоровья и всего только самого-самого наилучшего. Всем пока.